Всем привет! Вы на канале Польза.нет, меня зовут Саня, и здесь только быстрые обзоры и долгие стримы. Сегодня вы увидите обзор на уже не новинку, это iPhone 12 mini. Обзор, вход, как всегда, снимается на него, но параллельно, чтобы вам не было скучно и вы сразу могли оценить в идеальных условиях, какая разница между iPhone 12 mini и 13 mini, вход пишется на эти два смарта. Меня зовут Саня, обзоры только быстрые и максимально емкие. Вы сначала услышите с 12 mini, потом услышите, каким образом микрофон 13 mini записывает. Выход я буду писать на фронталке этих камер. У 13 mini сразу есть ширик и ультра ширик, точнее. У 12 mini он отсутствует. По съемке 13 mini это тоже не цвет, блеск, красота. Лучше покупать 13-шку. По поводу того, что яблоко перестало продавать что-то, ну, рестор работает, пусть и на предзаказ, можете позвонить. Во всяком случае, если у вас есть деньги, проблем купить яблочное устройство однозначно не будет. Если они решат у нас это дело окирпичить, у них как минимум вся Азия сложит эти телефоны через год-полтора, и все, и будет у нас один только Huawei в азиатских странах. Но это лирика, не лирика, что 12-шка особо внешне ничем не отличается. У 12-шки по большому счету те же 600 тысяч баллов в Antutu, 30 мегабайт в секунду скачивался у меня Genshin. Кто играет, тот поймет, что это какая-то нереальная цифра, потому что я больше 17 в принципе не видел. Если у вас есть идеи, почему там все так оптимизировано в оболочке, можете написать, мне самому интересно. Поэтому смотрим. Чем он мне интересен? В первую очередь, наверное, тем, что чем он отличается все-таки от iPhone 13. Почему? Потому что, опять же, по отзывам, я же его не тестировал, у него хуже автономность, но в принципе по габаритам и всему остальному он в идеале должен быть Ctrl-C, Ctrl-V. То есть мы видим только на данный момент это камеры. Стандартно в комплекте у нас документация со скрепкой, ключом для извлечения сим-карт. Сюда можно запихать всего одну симку. Сейчас мы проверяем, сколько он весит. 134 грамма. Весил 13 мини, точнее, 140 граммов. То есть на 6 грамм больше. 131 миллиметр в высоту. В ширину 64, почти 65 миллиметров. И в толщину с блоком камер 9, без блока камер 7,4. Никакие защитные пленки в комплекты вам не прилагает. Нет у них блока питания, его нужно докупать отдельно а-ля экология. Что они допилили, как все это дело выглядит с новыми прошивками, вы узнаете у меня в ролике, но в целом, ну, плюс-минус одно и то же. Недалеко они ушли. Опять же, как и 13-шка и 12-шка, но 13-шка и 12-шка космос разница по съемке. То есть у меня есть и 12-й iPhone, и 13-й. И разница просто безумная. Розыгрыши моря. Читаем описание, какие сейчас актуальны постоянно. Это, разумеется, 5 Mi Band 6 серии. Разыгрывается за лайк, подписку и комментарий к любому видео. Подписывайтесь с колоколом. Перейдем же к iPhone 12 mini. К слову, повторяю, на iPhone 12 у меня был обзор на канале. Посмотреть его можете, перейдя по ссылке в правом верхнем углу, так же как на iPhone 13, 13 Pro и 13 mini. Полетели. Поставляется данный девайс в фиолетовом, синем, зеленом, красном, белом и черном цветах. Выбрать есть из чего. Тыльная часть выполнена из стекла, рамки алюминиевые и с фронта Ceramic Shield. В синем цвете смотрится интересно. В руке без чехла лежит удобно, из рук не выскальзывает, но тыльная часть очень маркая. Прямые грани рамок не натирают мизинец во время использования смартфона одной рукой, благодаря его компактным размерам и весу. На корпусе расположена кнопка питания, качели регулировки громкости, разъем Lightning версии 2.0, микрофоны, динамики, основное разговорное звучание здесь стерео, Dolby Atmos и Lossless Audio на борту, разумеется. Далее есть слот на одну сим-карту плюс eSIM. Корпус имеет защиту от брызг, воды и пыли стандарта IP68, как и все айфоны, которые у меня были на руках. Я окунул его в проточную воду, по итогу внешне на него это никак не повлияло, и по функционалу он тоже не нарушился. Летим дальше. Смартфон оснащен дисплеем на 5,4 дюйма OLED Super Retina XDR с разрешением 2340 на 1080 пикселей, с плотностью пикселей в 476 пикселей на дюйм. Матрица экрана абсолютно плоская, широкий цветовой охват P3, картинка насыщенная и четкая. Черный здесь черный, что хорошо. На борту также есть поддержка HDR и технологии True Tone. Яркость 625 кандел на метр квадратный в стандартном использовании и до 1200 кандел на метр
квадратный при просмотре контента в формате HDR. Яркости заметно меньше, в отличие от iPhone 13 mini, который я недавно обозревал. Но не сказал бы, что критично, так как при ярком освещении яркости лично мне хватает, особенно автояркости. Частота обновления экрана 60 Гц, шим на 100% яркости 7,5%, на 59,4%, на минимальный целых 97%, что очень странно, и на нуле 48%. Показатели шима меня не порадовали, особенно на минимальной яркости, но дискомфорта лично я не ощущал при использовании. Автояркость работает прекрасно, быстро адаптируется под смену освещения. Под разными углами тон картинки бросает в теплый оттенок. Далее мультитач, конечно же, берет все 10 пальцев, но с большим трудом. Разблокировать экран можно при помощи Face ID, которая работает, в отличие от того же 11 Pro Max, быстрее без промахов. Завести биометрические данные можно только одного лица. Подбородок внизу экрана отсутствует, но есть монобровь, которая, к слову, приличных размеров, но к ней привыкаешь даже с такой небольшой диагональю. Хотя, с другой стороны, у меня второй телефон iPhone 13 Pro Max, поэтому неудивительно, что я уже привык к брови. Летим дальше. Чип A14 Bionic с техпроцессом 5 нанометров и 6 ядрами, максимальная частота которого 3,1 ГГц. Четырехъядерный графический процессор и 16-ядерная система Neural Engine. Интерфейс, конечно же, iOS версии 15.3.1. Оперативная память 4 гигабайта, внутренняя память на выбор 64 или 128 или 256 гигабайт. И расширить ее SD-картой нельзя. Имеется поддержка высокоскоростного Wi-Fi 6 серии, поддержка 5G сети, что не особо нас интересует. Для 4G 7 и 20 бенд на борту. Связь ловит хорошо, звучание при разговорах отличное. Датчик приближения работает без нареканий. К слову, на iPhone 13 я сталкивался с проблемой, при которой входящие звонки мне не приходили, при том, что связь была стабильна. И все функции были включены. В 12 mini и в других моделях я пока такого не наблюдал и, надеюсь, не столкнусь с этой проблемой вновь. Я имею в виду 13 Pro, 13 Pro Max, 13 mini и в 12. Все было без проблем. Вибромоторчик отличный, но настроить силу вибраций нельзя, опять же, к сожалению. Bluetooth версии 5.0 NFC поддерживается. На данный момент это совсем не актуально, но смотря как смотреть, потому что я уверен, что можно будет что-то на него завести. Опять же, до 10 марта сможем оплачивать и Visa, и MasterCard, а потом, скорее всего, будем все подключать Apple Pay на что-то другое. Я не думаю, что все так закончится, что они просто окирпичат эти телефоны, хотя все бывает, так сказать. Я много о чем не думал до конца февраля. Заряжается с 0 до 100% за 1 час 57 минут. День у меня смартфон живет, при том, что используется для просмотра видео и общения в соцсетях. Поедает за 30 минут просмотра видео на YouTube при максимальной яркости по Wi-Fi 9%. И это прям прилично, потому что в час 18. За час игры в Genshin Impact на максимальной графике при 100% яркости улетает 42%. Смартфон понизил яркость сразу же после 5 минут непрерывной игры, потом не понижал. Играть комфортно, фризов, к слову, я не заметил. В танках ситуация такая же, играть более чем комфортно, но яркость он понизил через 20 минут игры, что довольно странно, игра максимально легкая. Беспроводная зарядка есть, MegaSafe 15 Вт, а для QI 7,5 Вт. Перейдем же к тестам. В Geekbench в сингл-коре 1607, в мультикоре 4100. Metal Score 9397, Geekbench ML Score 875. В 3D-марке проходит только 2 теста со следующими результатами. Wildlife 7332, Wildlife Extreme 2251. Вантуту выдал 592 тысячи попугаев, притом иногда выдает 600 тысяч. Storage тест показал 29 тысяч, и на минуту это больше, чем у 13 mini. Скорее всего, потому что он более оптимизирован. А так, по факту, сами можете делать выводы. То есть на модель старше, синтетики выбивают больше. Основной блок камер с тыльной части состоит из 2 модулей и одной двойной LED вспышки. Основная камера на 12 мегапикселей, ширик тоже на 12 мегапикселей. Запись видео доступна в максимальном разрешении 4К 60 FPS без ограничения по времени. На борту также есть различные режимы для съемки видео и фото. Оптическая стабилизация на борту, режим киноэффект отсутствует, в отличие от 13. Аудиозум также на борту. Запись замедленного видео в 1080p 120 FPS и 240 FPS максимум. HDR видео пишется в максимальном разрешении 4К 30 FPS. Фронтальная камера True Deep на 12 мегапикселей находится в верхней части экрана справа от динамика. Максимальное разрешение для съемки видео 4К 60 FPS. Если сравнить с 13 mini, то основные камеры практически не отличаются. У 13 mini есть небольшой пересвет, а вот фронталка у 13 mini по мне на голову выше. iPhone 12 mini и эта фронтальная камера максимально ужасные условия, как вы прекрасно помните. Я все тестирую единообразно, безобразно, но главное однообразно. Почему? Потому что можно сравнить, открыть любой ролик и посмотреть, что как снимает, но не это главное. Главное то, что в 4К 60 FPS фронталка
в 12 мини. К слову, 12 мини даже после того, как скакнул курс, понятно, с минимальным количеством памяти можно было приобрести за почти 50, но там получилось, по-моему, 46 у меня. И это был уже момент кризисный. Сейчас я не знаю, но мне кажется, что на том же Тмоле, ввиду того, что модель не новая и вообще миньки не являются чем-то, за что люди зацепились, то есть официально количество яблок мини продается очень мало. Заметьте, как темно он снимает. Очень странно. Очень странно, что не хватает ему света. Возможно, это какой-то глюк. Я сейчас еще попробую раскрутить. А может быть и правда потемнело так сильно, что ему не хватает. Потому что 13 мини снимал, когда в этой же локации небо и земля. Вот они изменения. Как говорится, в темноте и при ярком освещении тринашка официально намного лучше снимает, чем 13, допустим, чем двенашка, 12 серия. Потому что разница между камерой iPhone 12 и 13 ну просто космос. Кстати, в этом ролике, наверное, я добавлю сравнение с 13 мини чуть-чуть, чтобы вы примерно понимали, как все-таки двигается прогресс у яблока. Понятно, что челка, понятно, что Lightning и вообще все понятно, но все-таки есть прогресс, притом во многом, притом значительный, и он видимый. Вот так фронталка, разумеется, без роллинг шаттера, 4К 60 FPS. Основная камера 4К 60 FPS, 10 часов вечера, не ночь, чтобы вы в кои-то веке увидели у меня в ролике людей, а не пустынные улицы, а то, может быть, многие думают, что в Мурино никто не живет. Нет, это не так, просто я постоянно делаю примеры видео ночью в 3, в 2. Так, а если мы будем увеличивать все это дело, вот так, X3, и камера не справляется, притом, если фокусировать вручную, тоже вы видите, допустим, по верхнему лейблу, там корова с мигающими красными глазами, вот огоньки чуть-чуть видны. Если выставляем обычную съемку, примерно так. Еще немного фронталочки, 4К 60 FPS. И здесь тоже на этой локации видно, насколько меньше и хуже снимает 12 мини относительно 13. Я специально на 13 сначала делал обзор. И немного людного перехода, та же фронталка. Как вы помните, здесь ужасное освещение. Теплый свет плюс недостаток света, но что-то все равно получается. Хотя я бы не сказал, что фонтан. Лицо, в принципе, неплохо видно. До этого примера вы видели в HD 30 FPS, сейчас 4К 60 FPS. Деталей больше, но света все равно не хватает, когда мы под холодным белым цветом проходим, достаточно яркости, появляется достоверная картинка. И все равно я вижу шумы. 4К 60 FPS, Муринский парк, фронталка, iPhone 12 mini. И из того, что я сегодня в нем заметил, первое, Genshin скачивается до половины, примерно со скоростью 30 мегабайт в секунду. Я такого не видел. Потом опускается до 17, но это очень круто. Телефон, разумеется, перегревается, но все встает без проблем. Следующий момент интересный. В танке играть комфортно, несмотря на то, что маленький экран. И я бы сказал, что телефон, в отличие от iPhone 13 mini, мало оставляет ощущений изменений, потому что когда ты пользуешься вроде бы новой моделью, а потом пользуешься старой, по большому счету здесь, по мне, по ощущениям, это изменение в первую очередь фронталки. 100 тысяч баллов в Antutu это такое себе. По внешке, ну, камеры чуть-чуть по-другому расположили. Да, камера работает основная лучше, но опять же, смотря на каком экране вы смотрите, роллинг шаттера, разумеется, нет. Продолжаем. Пасмурно, Муринский парк, съемка с одной руки, и это 4К 60 FPS. Разумеется, все довольно плавно. С другой стороны, по автофокусу, допустим, примерно то же самое. Не примерно, а, наверное, вообще то же самое.
Разумеется, нельзя ставить на паузу в стоке, и, разумеется, можно фотографировать параллельно. Фронталка 4К 60 FPS, тот же iPhone 12 mini. Из различий между 13 mini и этим менее плавный зум, намного меньше. По автофокусу то же самое, как уже и говорил. По функционалу здесь нет киноэффекта. Опять же, может быть, что-то где-то как-то допилят. Ну и разряжается телефон быстрее. Опять же, смотря как смотреть и смотря как его использовать, я уверен, что если не играть в игрушки, весь день вам его хватит за глаза и за уши. С одной стороны. С другой стороны, все-таки болезнь малого аккумулятора покинула яблоко с 13-й версии. И фронталка здесь, значительно хуже. Хотя, опять же, и ту фронталку, которая была в 13 mini, в обзоре, который был недавно по ссылке в правом верхнем углу, можете посмотреть, народ ругал. На больших экранах не так эпично все это выглядит, как на маленьких. Минусы: олеофобное покрытие не топ, относительно маленькая автономность, не Touch ID, яркости по сравнению с остальными моделями здесь для такого экрана маловато, 60 Гц отнесу тоже к минусам, хотя это переходит и к следующей миньке. Цена по ссылке в описании к видео, если промокоды посмотрите в моем телеграм-канале. Яблоко еще осталось, яблоко стоит космос, но опять же, смотря как смотреть и смотря как искать, потому что в принципе всегда можно что-то купить выгодно, было бы желание. А вообще, как правильно говорит администратор моего основного телеграм-канала взаимопомощи, где больше 6000 человек, не забывайте подписаться. Любой кризис — это не время покупать подобные вещи. Если вы решили что-то купить, конечно, приобретайте. Если вы не решали чего-то покупать, то не покупайте. Сохранить средства можно каким-то другим путем. И резюмировать я хочу одним, наверное, словом: дорого. Притом это было дорого вчера, сейчас это прям супер-ультра дорого. Но с другой стороны, тем, кто покупает подобные девайсы, что вы за доллары будете покупать пиксели, через кого-то там, что вы будете покупать через кого-то там айфоны, потому что то, что сейчас они накрутили ценник, это нереально оверпрайс. И тут два варианта: либо мы ждем, что все вообще закроется и смысла в этих телефонах не будет, либо мы ждем какого-то решения для того, чтобы устаканился ценник в рублевом эквиваленте, либо в вашей валюте, потому что не только рубль сейчас плавает. Если брать конкретно iPhone 13 mini и 12 mini, вы сейчас видите, насколько фронталка одного устройства уступает устройству другому. И я сейчас это говорю уже с точки зрения того, что на 13 mini был обзор. Вы можете его посмотреть. Люди, которые смотрят обзоры на больших телевизорах, правильно отмечают, что я хвалю камеры. А по-настоящему, да, какой-нибудь там Samsung S22 или iPhone 13 снимает на голову выше, чем 13 mini. Опять же, когда ты смотришь на огромных устройствах. Если ты смотришь обзоры, ролики, еще что-то на телефонах, камера снимает более чем шикарно. Хотя говорить, что теперь классно с фронталки выкидывать все в инсту после того, как заблокировали Facebook и вряд ли его в ближайшее время разблокируют, я не буду. Потому что VPN вам в помощь. Ну, вы понимаете, о чем я. Не забываем подписываться на канал с колоколом. Не забываем, что если все закроют, я все равно буду выгружать опять же на YouTube. Сами знаете, как сюда зайти. Альтернативными способами помимо этого есть канал на Дзене, ссылка будет в описании и в прикрепе. И, разумеется, телеграм-канал взаимопомощи, телеграм-канал скидок будет работать, пока телегу еще никто не победил. Надеюсь, не победит. Тогда мы с вами не потеряемся. Девайсу однозначное да, несмотря на ценник. Если он у вас в кармане, и с ним и оставайтесь. Если его у вас в кармане нет, логично, сегодня лучше пойти купить S22 Ultra даже за оверпрайс какой-то, или S22, чем покупать iPhone. Они нереально дорого стоят. Если брать iMac, то там вообще какой-то космос. Не будем о грустном, будем о хорошем, будем о том, что железка классная, маленькая, лучше пикселя по user experience. Тоже в каких-то моментах она подтормаживает, она не идеальна, но фронталка мне нравится. 4К 60 FPS это прям супер. Добра и удачи вам, дорогие друзья!